Тарелка, декорированная в технике декупаж, это прекрасное украшение интерьера, чудесный подарок и интересное занятие. Я люблю заниматься тарелками, и на моем канале есть несколько роликов по их декупажу. Но так часто многие сетуют, что такие тарелки нельзя использовать по назначению, то есть подавать в них еду, сладости, нельзя украсить ими праздничный стол. И все из-за непищевых красок и лаков, которые используются в декоре. Вот я и решила сделать такую тарелку, в которую можно будет смело положить салат, сладости, угостить своих близких. Для этого я взяла вот такую миску из прозрачного стекла. В данном случае прозрачность – главное условие. Я буду использовать салфетку с небольшими милыми розочками. Сразу отделю нижние белые слои. Будет удобнее, если самый край надорвать, так легче подцепить нижний слой. Конечно, если позволяет рисунок. Розочку обрываю со всех сторон, чтобы нигде не было ровного края. Тогда края фрагмента не будут заметны на изделии. На дно с внешней стороны миски кладу салфетку красочной стороной вниз и наклеиваю клеем ПВА. Двигаюсь от центра к краям. Это важно, так как от клея салфетка немного растягивается. Смоченным в воде ватным диском удаляю следы клея со стекла и приступаю к следующему цветку. Вновь очищаю и наклеиваю цветки на всю поверхность. Основной рисунок получается изнутри. Если на салфетке образуются небольшие складочки, пока она не сильно пропиталась клеем, можно чуть приподнять и расправить ее, и наклеить как следует. Не забываю счищать следы клея, чтобы не образовалась мути с лицевой стороны. По верхнему краю наклею фрагменты сверху вниз, навстречу первым. В некоторых местах наклею небольшие фрагменты цветов, отдельные веточки или цветочки, чтобы заполнить пространство между цветами. Вот так вазочка смотрится изнутри. Теперь приступаю к окрашиванию. Белой краской прорисовываю близко к контуру рисунка, чтобы с той стороны он стал ярче. В пространство между цветками добавляю цвет. Вы знаете, что при прямом декупаже мы наклеиваем салфетку на белую поверхность, именно для того, чтобы рисунок был ярким. А раз это обратный декупаж, мы все делаем в обратном порядке. Вначале наклеили салфетку, а потом создаем для нее фон. Я не стараюсь обрисовывать рисунок точно по контуру. По краю краска смешивается, и получается как бы переход от белого к цвету. Видите, там, где есть фон, цветы уже заиграли красками. Итак, рисунок изнутри готов. Теперь займусь внешней стороной.
Первым делом окрашиваю поверхность белым цветом. Это нужно для того, чтобы с внутренней стороны точно не просвечивал цвет внешней краски. Если вдруг вы захотите сделать внешнюю сторону темной, она может перебить первый слой, и салфетка потускнеет. После белого слоя я наношу тот цвет, который хочу видеть в итоге. Вначале я окрасила более интенсивным цветом, но потом решила для прочности покрыть паркетным лаком, а он сделает цвет более темным. Поэтому окрасила вновь более светлый. Первый слой кистью, а затем еще один силиконовой лопаткой для выравнивания. Чтобы скрыть следы и лопатки, я сразу смачиваю пальцы и разравниваю еще влажную краску. Наверное, примерно так работает гончар. Поверхность получилась довольно гладкая. Все же после высыхания я немного ее шкурю. Затем приступаю к прямому декупажу на внешней стороне чаши. Как и до этого, прикладываю фрагмент к поверхности, но на этот раз красочной стороной вверх, и приклеиваю его клеем ПВА. Если у вас очень густой, как у меня, клей ПВА, тогда, когда салфетка уже приклеена, можно добавить каплю воды и очень легкими движениями разгладить салфетку полностью. Помните, что при высыхании салфетка чуть собирается, так что мелкая неровность уйдет при высыхании, но, конечно же, не складки. Когда фрагмент как следует высохнет, покрываю его паркетным лаком. Здесь я стараюсь окрашивать точно по рисунку. После высыхания я смачиваю его водой и удаляю части фона салфетки, чтобы ее было как можно меньше, и оставшаяся бумага была как можно менее заметной. Точно так же приклею остальные фрагменты. Вот что получилось. Я очищаю от краски верхний ободок. Мне хочется, чтобы верхняя часть осталась стеклянной, чтобы не бояться, что на край попадут продукты. Счищаю наждачной бумагой и ножом. В конце можно пройти растворителем и снять все следы краски. В заключение покрываю всю вазочку или чашу паркетным лаком. После первым слоем я дала ей как следует высохнуть, подровняла наждачной бумагой и покрыла лаком еще раз. Теперь в ней можно подавать салат, суп, печенье или сладости. Такая посуда станет украшением любого стола.